Их называют инсталляторами, мультиголовочными или установочными шуруповертами, шуруповертами со сменными насадками или мебельными шуруповертами. Они любимы электриками, мебельщиками, сервис-инженерами, монтажниками кухонь и элитой, кондиционерщиками. Однако эти решения существуют в системе 12 вольт. А если хочется быстрее и мощнее? Что ж, лучший враг хорошего, и встречайте DeWalt DCD803. 20-вольтовый инсталляционный шуруповерт от DeWalt. Можете называть его мебельным, пожалуйста. Это первый шуруповерт подобного рода на 20-вольтовой системе. Наконец-то. Именно этот дрель-шуруповерт заполняет силовой разрыв между 12-вольтовыми решениями-инсталляторами и полноразмерными 20-вольтовыми XR-дрелями. То есть это уже бескомпромиссный в плане мощности дрель-шуруповерт. С теми же самыми насадками, обратите внимание, они идут на настенном органайзере. Это удобно. Вот вы можете повесить его. И это достаточно удобно, действительно. Только обратите внимание, насколько эти насадки мощные. Они прям раза в 2 кажутся мощнее и массивнее. Вот, например, по сравнению с милковской. Обратите внимание, в DeWalt-овскую всунули еще удобный патрончик. Вот это по сравнению с 12-вольтовой DeWalt-овской. Тут тоже, кстати, есть патрончик. В этом смысле лучше, чем у Милки. С этим инсталлятором DeWalt делает упор на профессионалах, работающих в шкафах и уголках. Примерно так звучит перевод позиционирования этого шуруповерта. Посмотрите, какое все мощное. И с пауэрстаком прямо идеально сочетается. Только гляньте, насколько массивнее хвостовик. И, наконец-то, у нас 13-миллиметровый полноценный патрон у инсталлятора, ну или мебельного шуруповерта, как хотите его называйте. Кстати, вариантов названий достаточно много. Правда, конечно, в такой конфигурации он выглядит большеватым. Вот сравнение с 794. Заметно длиннее. Патрон с полноценным дожимом. И обратите внимание, они придумали вот такое желтое колечко, которое, если вы не до конца закрепили насадку, будет видно. И только убедившись, что его не видно, вы уверены, что ваша насадка на месте. Давайте еще раз пройдемся по всем насадочкам. Полноценная 13-мм дрель. Патрон с дожимом. Мощная угловая насадка. Прям действительно мощная. Ее можно использовать сразу сбитой, либо для удобства установить патрон. Получится вот так. Вот такая насадочка, тоже стандартная она у нас есть, только в этом случае она тоже очень массивная и мощная. Видите, как сделано, если нам нужно куда-то подлезть и закрутиться или засверлиться близко к плоскости. Так это выглядит. Естественно, вы можете повернуть ее под любым углом. И также вы ее можете использовать с другой насадкой. Получить что-то типа этого. С одной стороны, возникает закономерный вопрос, зачем деликатному мебельному или инсталляционному шуруповерту, как хотите его называйте, такая мощность? А мощность здесь примерно на уровне 794. Или, если быть точным, около 500 Вт. В системе УВО, как пишет DeWalt. Он любит эти загадки со своим УВО. Но по этим цифрам мы можем судить, что он якобы даже мощнее 794, который показывает себя очень даже неплохо. Я предполагаю, что часть мощности будет естественно теряться на этом соединении, когда вы будете его использовать. Но без него он должен показать значительные результаты. Так какая же суть этого инсталлятора? Как мне кажется, конкретно с этой моделью, купив инсталлятор, вот такой вот многофункциональный шуруповерт, вы можете обойтись без 794, например. То есть, да, понятно, он вам не заменит 1007 или 999, но что-то обычное, среднее, вполне. Естественно, 800 будет удобнее, потому что она меньше, у него лучше свет. Кстати, да, просвет здесь он достаточно примитивный. А 794 будет еще и компактней. Кстати, обратите внимание, вот он. Слушайте, по сути это тот же 794. Обратите внимание, где заканчивается редуктор у него. Да, вот это соединение съедает место. Но сама тушка это практически полная копия 794 по объему. Да, один в один. Если вам интересно, какой 803,
то это 794 без патрона. Так, конечно, баланс не особо. Этот сильно удобней. Ну что же, давайте попробуем, как работает с этим инсталлятором без дополнительного патрона. В этом патрончике у нас магнит, и по сути мы даже можем не ставить что-нибудь еще. Обратите внимание, как продумано. Ход остается и ничего ему не мешает. В целом можно работать вот просто так. Давайте посмотрим, что будет, если я установлю короткую биту. Да, все отлично. Таким образом вы получите очень компактный инструмент. Давайте померяем и посмотрим, сколько у нас до кончика биты. И это примерно 13 сантиметров. У Милки это примерно 15 сантиметров. Ну, 14 пускай, окей. Вот я вот так вот меряю, я не знаю, вам виднее, сколько это сантиметров. То есть он длиннее и в 3 раза менее мощный примерно. Давайте посмотрим так. Да, это заметно, что он длиннее. Ну и деволтовское 12-вольтовое решение. И здесь у нас 14 сантиметров тоже. Новинка такая же или короче двенашки. Но это зачет, я считаю. Конечно, он более толстенький, но по длине вообще классный. И в целом примерно та же самая ситуация со всеми узлами инструмента. 12-вольтовик не особо меньше или вообще не меньше, чем версия 803. Да, она тяжелее, может быть больше по объему занимает место, но нас прежде всего интересуют линейные размеры. Ну окей, у Милки есть вот эта вот фишечка, не знаю, кто ей пользуется, но она есть. Хорошо. Кто любит такой форм-фактор, Milwaukee, конечно, останется любимчиком. Ну хорошо, давайте еще раз про размеры. Итак, милковский самый легкий. Далее вы видите новый 803 и рядом 703. Обратите внимание, какой 803 коротенький. Учитывая, что он в 2-3 раза мощнее 12-вольтовых аналогов, я считаю, это действительно круто. Слушайте, чуть не забыл. Вес. Вес буду сравнивать без аккумуляторов. Милка 716 грамм. DeWalt 703 734 грамма. Ну и новинка 803 976 грамм. Давайте перейдем к тестам и попробуем посмотреть, насколько же эта самая разница в мощности будет ощутима. Предположим, что у нас нет больше никакого шуруповерта, есть только наш мебельный, и нам нужно закрутить подобный глухарь. Начнем с мелкой Milwaukee. Так, тут у нас сучок. Вы будете писать про это, поэтому давайте переместимся вот сюда. Milwaukee, как обычно, удивительно мощная. Для своего размера очень даже неплохо. Да, магнитик здесь у нас так себе. Ну, это была моя ошибка. Мы не докрутили, но можем грешить на аккумулятор. Это не пятерка. Давайте попробуем пятерку. Их есть у меня. Немножечко назад. Совсем по-другому работает. И так, что это у нас задымилось? Это задымился наш Milwaukee. Обратите внимание. Вот это секрет мощности Milwaukee. Настройки ее защиты недостаточны. Хоть она и бесщеточная, но мы только что с вами добились того, что она начала дымиться. Странный звук какой-то. Окей, та же самая ситуация с DeWalt. Да.
12 DeWalt мощнее подобного решения от Milwaukee. Кстати, хороший малыш такой получается. Прям запас мощности чувствую. Ну и возникает закономерный вопрос. Так ли нам действительно нужна мощность 803-го, если даже мощности 12-вольтовых в большинстве случаев хватает для даже подобной работы? Понятно, что 803 сделает ее значительно уверенней. Но крутить глухари дрелью шуруповертом это ну такое себе, ведь у нас есть импакты. Что там у нас с биением патрона? Как видите, оно отсутствует. Конечно, ведь он куплен не у китайцев на Озоне. Посмотрите. Никакого биения. Идеально, не то что твой. Итак, для кого же этот шуруповерт? Ну, прежде всего, электрики, монтажники кухонь, сборщики мебели, установщики кондиционеров, сервис-инженеры, ну, также продвинутые DIY-пользователи, которым обычного 12-вольтового шуруповерта уже не хватает. И хочется чего-то универсального, как швейцарский нож, который заменяет множество инструментов, но ни один из них полноценно. Ну, что мне лично хочется сказать по поводу этой модели. Знаете, когда я покупал вот этот вот шурик 12-вольтовый, мебельный, 2 дня назад в магазине, сотрудник магазина подошел ко мне и сказал: вы же понимаете, что он 12-вольтовый? Намекая на то, что 12-вольтовые никто не берет у DeWalt. Мне кажется, именно поэтому, для того, чтобы подобные шуруповерты, многофункциональные, инсталляторы, мебельные, как хотите их называйте, продавались больше, и для того, чтобы пользователю DeWalt не нужно было входить в 12-вольтовую систему, чтобы владеть таким, DeWalt и выпустил 803 модель. Теперь для того, чтобы купить себе мебельный шуруповерт, вам не обязательно покупать 12-вольтовые аккумуляторы. И вы можете использовать его даже с вашим любимым FlexVolt. Спасибо за внимание, друзья. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео и всего вам доброго.